Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Вяжем Просто. Сегодня я хочу показать вам, как вязать азиатский росток. Вот я вяжу детский комбинезон. Комбинезон вяжу регланом сверху вниз, без швов. Связала воротник двойной резинкой. Вот воротничок у меня двойной резинкой связан. И связала регланную линию. Значит, вот у меня полочка, рукав, спинка, второй рукав и полочка. Теперь мне нужно вязать одним полотном полочку и спинку. Рукава я пока вязать не буду, поэтому петли рукавов переснимаю на нитку. Значит, прежде чем вязать дальше, мне нужно связать на спинке росток. Вот здесь вот на спинке буду вязать росток. Я буду вязать азиатский росток. Он вяжется проще и легче, чем классический, или еще называют его анатомический росток. Классический росток вяжется вверху спинки, то есть вот здесь, сразу после ворота. А азиатский росток вяжется внизу. То есть вот где заканчиваем вязать регланную линию. Вот здесь вот я буду сейчас вязать азиатский росток. Значит, вообще для чего нужен росток? Чтобы спинка была длиннее по отношению к переду. Спинка по отношению к переду должна быть длиннее. Если вязать изделие без ростка, то изделие спереди будет тянуть и давить на шею. Изделие с ростком смотрится красивее и аккуратнее. Итак, что я делаю? Вот начало моего ряда. Я провязываю сначала полочку. Прибавления перед регланной линией я не делаю. Итак, я вяжу сначала первую полочку. Кромочную снимаю. Дальше вяжу до первого маркера, или то есть до первой регланной линии. Так, итак, я довязала до первого маркера. Маркер я убираю. Дальше у меня идет регланная линия из двух петель. Одну петлю реглана я отношу к полочке, а другую к рукаву. Поэтому провязываю одну петлю реглана. Это будет относиться к полочке. Значит, это так делается по классике, хотя, возможны варианты. Так, значит, первую полочку я связала. Теперь мне нужно петли рукава переснять на нитку. Так, вот я снимаю вторую регланную петельку и дальше переснимаю петли рукава на нитку. Итак, я дошла до второго маркера. Маркер я снимаю. И опять одну петлю реглана отношу к рукаву. То есть вот переснимаю на нитку. А вторая петля реглана у меня будет относиться к спинке. Так, вот я сняла петли рукава на ниточку. Ниточку завязываю. Так, отрезаем. Иголочку отрезаем. Так, значит, вот моя полочка, вот мой рукав, вот я дошла до спинки. Теперь я начинаю вязать росток. Итак, я подошла к спинке. Что я делаю дальше? Начинаю вязать росток. Беру второй клубочек, нитку присоединяю к вязанию от второго клубка и вяжу спинку поворотными рядами. Так, кромочную мы, получается, снимаем. Дальше я вяжу спинку.
Это я вяжу первый ряд. Итак, я провязала первый ряд ростка спинки. Подошла к маркеру между спинкой и рукавом. Третий маркер снимаю. Опять 2 петли регланной линии. Первую петлю я отношу к спинке. То есть провязываю ее вот так вот кромочной. Потому что вяжем мы поворотными рядами. Так, теперь опять идут у нас петли рукава. Петли второго рукава я тоже снимаю на нитку. Итак, я сняла петли второго рукава тоже на ниточку, чтобы они нам не мешали. И продолжаю вязать росток спинки. Значит, я провязала спинки первый ряд. Теперь разворачиваю вязание и вяжу второй ряд спинки. Кромочную снимаю. И дальше вяжу по рисунку. Это второй ряд. Я вяжу платочной вязкой, то есть все петли лицевые. Так, в конце второго ряда провязываю кромочную. Так, вязание разворачиваю. Я связала 2 ряда ростка. Вяжу третий ряд. Опять кромочную снимаю и вяжу третий ряд до конца спинки. В конце третьего ряда кромочную провязываю изнаночной. Так, я связала 3 ряда ростка. Разворачиваю вязание и вяжу 4-й ряд ростка спинки. Так, кромочную снимаю и дальше вяжу по рисунку. Так, итак, я провязала 4 ряда ростка. Итак, я провязала 4 ряда ростка по спинке. Вот здесь вот видно, что спинка, вот видите, длиннее, чем рукав. Ну и чем полочка вперед тоже, соответственно. У меня изделие детское, поэтому 4 рядов вполне достаточно. Если вы вяжете изделие для взрослого, то обычно росток вяжут 6-10 рядов. Все зависит от изделия и от особенностей фигуры. Заканчиваю я по изнаночной стороне. Вот 4-й ряд, это моя изнанка. Итак, росток я провязала. Теперь что я делаю дальше? Я отрезаю вот эту вот нитку дополнительную нашу. Она нам уже не нужна. И буду вязать нашей основной ниточкой, вот, которая нашим первым, так сказать, клубочком. Так вот, значит, я провязала, получается, полочку. Теперь мне нужно соединить полочку и спинку. И между полочкой и спинкой я сделаю подрез. Значит, что такое подрез? Подрез – это дополнительные петли между полочкой и спинкой. Подрез делается, чтобы изделие было более свободным и не тянуло под рукой. Можно подрез не делать, это по желанию. Значит, я сделаю подрез, так как у меня детское изделие. Для взрослого изделия делают обычно подрез, ну, в среднем 4 петли. Тоже там все зависит от особенностей фигуры и от изделия. Так, значит, вот полочка у меня провязана. Теперь я вяжу спинку. Так, вот моя полочка. Делаю одну дополнительную петельку, то есть подрез. Точно так же, вот как я, ну, обычно вяжу реглан, я также делаю и подрез. То есть вот перекручиваю вот так вот ниточку, вот такой вот как петелечкой, и одеваю на спицу. Вот такая вот воздушная петля. Все, это я сделала подрез. И теперь продолжаю вязать спинку по рисунку.
ниточку подтягиваем. Так, и продолжаем вязать. Вяжу спинку до конца. Так, итак, я провязала спинку. Теперь мне нужно дальше вязать вторую полочку. Для этого я опять делаю подрез, то есть одну дополнительную петлю. Опять делаю вот такую вот петельку, вот так вот, и одеваю ее на спицы. Такая получается воздушная петля. Итак, я провязала вторую полочку. У меня объединено в одно, как бы в одно вязание полочка, вот спинка и полочка. Сейчас я провяжу несколько рядов и покажу, что получилось. Итак, я провязала несколько рядов одним полотном перед и спинку, и теперь росток будет видно хорошо. Вот наши петельки рукава, которые я сняла на нитку, и вот видно, вот идет наш по спинке росток. Вот он. Теперь, когда я буду вязать рукав, я сниму петли с ниточки и подниму вот эти вот кромочные петелечки ростка спинки, замкну в круг и буду вязать по кругу рукавчик. Так, вот такой вот очень простой азиатский росток. На этом все. Удачи в вязании. До новых встреч!